тех пор, как я последний раз загрузил видео на тему фриланса, я получил много сообщений, вопросов на тему, как начать работать фрилансером в DevOps. Возможно ли это, сколько можно заработать, какие есть платформы для фриланса и многое другое. Поэтому в этом видео я собираюсь ответить на все ваши вопросы, помочь вам начать свой путь фрилансера. Ну а пока мы не начали, я бы хотел затронуть тему, которая интересна специалистам, желающим развиваться на международном рынке IT. Можно ли IT-специалисту переехать в Великобританию без работы, образования и знания английского языка? Ответ – да. Виза Global Talent не требует наличия оффера, открытия бизнеса, высшего образования и углубленного знания английского языка. Эта виза имеет срок действия до 5 лет и позволяет работать в любой компании, фрилансить, открывать свой бизнес, релоцировать семью, а также претендовать на получение паспорта. Все, что нужно для получения визы, это показать свои достижения в сфере IT. Это самый надежный способ эмиграции в 2024 году. И поэтому Global Talent открыла путь в Великобританию уже для 10 тысяч IT-специалистов. Срок получения визы составляет всего лишь 4-5 месяцев, и это рекордный срок для получения ВНЖ на данный момент. Если вы ищете максимально быстрый способ для релокации, то это вариант для вас. Компания Relocode работает с Global Talent более 3 лет, и с помощью Relocode в Великобританию смогли переехать 300 человек, а процент одобрения по их кейсам составляет 90%. Так что если ты IT-специалист и хочешь переехать в Великобританию, то приходи к Relocode на бесплатную консультацию, где специалисты оценят шансы, помогут усилить кейс и расскажут, как процесс релокации будет выглядеть в твоем индивидуальном случае. Пиши в WhatsApp или Telegram, контакты вы видите на экране, и они также есть в описании к этому видео. И правда, фриланс в области DevOps сырье до недавнего времени не был сильно распространен. Сейчас многие компании имеют маленькие команды, поэтому они нанимают фрилансеров в области DevOps на контрактной основе для выполнения определенных задач. Например, по внедрению или настройке мониторинга, пайплайнов различных сложностей, различных направлений, безопасности и многого другого. Компании не хотят нанимать в штат человека, который может быть не нужен уже через 2, 4, 6, 12 месяцев. А фрилансеру, наоборот, это плюс, так как можно иметь одновременно несколько контрактов от разных фирм, работать в удобное время и получать кучу денег. Какие задачи выполняет DevOps на фрилансе? Да в целом все задачи схожи с обычной работой DevOps в компании. Например, можно начать с предоставления услуг по облакам, таких как Azure, AWS, Google и другим. Что может входить в такие услуги? В предоставление услуг по облакам входит их обслуживание, автоматизация, мониторинг, безопасность. Задачи могут быть различного рода вне зависимости от потребностей заказчика. Все как обычно. Сюда можно отнести тот же GitOps, когда в компании кто-то руками создавал кучу виртуалок, ролей, баз данных, а вам необходимо описать всю эту инфраструктуру как код и сделать автоматическое или полуавтоматическое поднятие этой или дополнительной инфраструктуры. Также к подобным услугам можно отнести помощь с хостингом веб-сайтов, телеграм-ботов, различных сервисов. Некоторые компании хотят разбить свое монолитное приложение, внести все в контейнеры. Здесь можно выступить в роли консультанта, рассказывая, как лучше это делать, какие инструменты использовать. А далее помочь все упаковать в контейнеры, настроить подходящую инфраструктуру, наладить процесс доставки кода до инфраструктуры. В общем, обычная работа DevOps. Следующий вопрос: как начать работать фрилансером? Если вы хотите стать успешным фрилансером, первый шаг на пути к вашему фриланс-путешествию – это получить навык. Компании будут нанимать вас только в том случае, если у вас есть навыки. Если вы хотите стать успешным фрилансером, начните с получения навыка. Пройдите курсы, получите сертификаты. Для получения сертификата не всегда требуется учиться по полгода или несколько лет. Есть курсы, по которым вы учитесь сами и потом сдаете экзамен для получения сертификата. Например, так сделано у AWS. Единственное, за сдачу экзамена нужно платить. И если не сдадите с первого раза, то за повторную попытку также нужно будет заплатить. С чего начать фриланс? Какие есть хорошие платформы? Я бы снова рекомендовал Upwork и добавил бы Fiverr. Регистрируйтесь на обоих платформах, заполняйте свой профиль и вперед искать заказы. То время, когда поиск заказов был полностью бесплатным, уже прошло. Поэтому чаще дается сколько-то кредитов на отправку откликов по заказам, а потом надо платить. Также я бы посоветовал завести свой профиль на LinkedIn. Хорошо заполнить профиль, наращивать свои подписчики и подписки. LinkedIn – это огромная площадка по поиску кадров. Большинство европейских HR ищут таланты именно в этой соцсети. Так как в Европе сильно развиты фриланс-контракты, то это идеальное место для фрилансеров, которые ищут не одноразовые проекты, а контракты от нескольких месяцев до 1-2 лет. Если у вас получится вести активную жизнь в LinkedIn, то успех вам точно гарантирован. Еще один распространенный интересный вопрос, который, вероятно, у всех есть, это сколько можно зарабатывать как фрилансер. Если честно, тут нет ограничений. Сколько вы можете, столько и зарабатывать.
Все зависит от количества работ, которые вы вложите, и типа проектов, которые вы возьмете. У меня есть знакомые знакомых, которые неплохо зарабатывают. Бывает, получается захапать хороший проект, за который можно получить за день от нескольких сотен евро до 1-2 тысяч евро. Конечно, в начале пути таких сумм не будет, особенно если вы совсем новичок и без опыта. Но если у вас есть цель и вы будете ее придерживаться, то нет предела совершенства, в нашем случае и заработку. И еще один последний вопрос, прежде чем закончить это видео, это должен ли я начинать фрилансить, если я новичок? Я не рекомендую новичкам заниматься фрилансом полностью, то есть пытаться фрилансить на полной занятости. Вы можете делать это пассивно на стороне, пока у вас не будет какого-либо стабильного дохода. Также, если вы занимаетесь фрилансом пассивно, убедитесь, что вы изучаете новые вещи и совершенствуете свои навыки, а не ограничиваетесь только тем, что вы умеете и что получается. Я это говорю из-за того, что, не обладая хорошим опытом и множеством навыков, вы будете, скорее всего, брать низкооплачиваемый проект, и ваш общий доход будет низким. Как только вы поймете, что фриланс начал приносить нормальные деньги и есть смысл полностью переключиться на фриланс-работу, то можно смело бросать основную работу, если таковая есть, и уделять больше времени фрилансу. Вот такие тренды и умозаключения по фрилансу в начале второго квартала 2024 года. Надеюсь, не разбил ни у кого надежд. Трудитесь, учитесь, светитесь на биржах и в соцсетях, и все у вас получится.